Привет! Друзья, всем привет! С вами снова Сашка Япончик. И сегодня мы с семьей едем в небольшое путешествие в город Нагано. Я вам все сейчас покажу. Я сам там ни разу не был. Проедем, прокатимся, посмотрим. Как всегда, недорогая гостиница. Я даже придумал, знаете, буду в описании оставлять название гостиницы и где она конкретно находится. Мама сейчас придет. И где она конкретно находится, для того, чтобы вы могли, вдруг вы когда-то будете в Японии или уже живете в Японии и сможете проехаться туда и недорого отдохнуть. У меня ёшка, на самом деле, она профессионал в этом плане. Она всегда это самое находит такие... О, маму увидел. Всегда находит такие недорогие гостиницы. В общем, поехали посмотрим, ребят. Мы уже загрузили чемоданы. Мы едем на пару дней. Там будем в каких-то гостиницах недорогих останавливаться. Мы уже, в принципе, 2 гостиницы зарезервировали. А остальное, это, в общем, посмотрим. Поехали. Все наобум, как обычно. Поехали. Остановиться, покушать, что-то перекусить и поедем дальше. Хочу рассказать, вот эти вот выходные сейчас, Обон, практически вся Япония выходные, это около недели. В нашей вот фирме, там где я работаю, 6 дней. Причем у нас вот в фирме можно выбирать эти 6 дней, то есть я могу сместить их в какие-то другие дни, взять эти выходные. Это очень удобно. Вообще эти выходные для того, чтобы японцы ездили к своим родителям. Вот эти вот выходные существуют именно для этого. Чтобы японцы ездили к своим родителям в гости, навещали. Ну, у кого родители живут там где-то в деревне, там, знаете, или в другом городе. В общем, именно для этого существуют вот эти вот выходные. Обон. Всего в году 2 раза вот такие выходные. Длительные именно, да, это красные дни календаря, это Обон и Golden Week в мае, то есть 2 раза в год вот такие вот выходные, около недели примерно. Все, ребята, вот такой вот рамен взял, 800 йен стоит. Так, тут мясо, значит, овощи и, естественно, макароны. Все, приятного аппетита, ребят. Он, ребята, горячий, очень острый. Бульон такой, знаете, прям жижа, посмотрите. Бульон такой, он тянется, чисто свиной такой бульон. И он острый очень. Аж с носа начало течь просто. Сказала, что она не хочет кушать. Как было классно с едой. Ого, дождь какой начался. Смотрите, ребята, сладости сделаны из угря. Угорь. Without sugar, Ирана. Зонтики такие, смотрите. Сколько стоит? 1000 йен, 1100 йен.
ワンちゃんだね、北斗。Доспехи. Оно все пластмассовое, конечно же. О, здесь 27 тысяч йен. Катана. Это не настоящая. Здесь даже уголок такой для грузовиков есть. Смотрите, чайник. Я не знаю, кто покупает себе чайник, фуру. Ну, я имею в виду про Японию. Потому что в Японии я ни у кого еще не видел ни чайника в машине, ни еще каких-то приборов. Холодильник, по-моему, у кого-то один раз видел. И все. А так, видите. О, Metal Polish мне надо купить. У меня заканчивается. Какая здесь красота. Хоть и погода не очень, но красиво все-таки эти горы. Все, едем дальше. Зашли в супермаркет, уже 7:20, мы уже почти подъехали, еще чуть-чуть, в общем. Зашли в супермаркет, сейчас купить что-то поужинать, потому что там вот, куда мы едем, ну, это гостиница, там не включено, там нету вообще питания, но там есть что-то типа кухни какой-то, где можно что-то приготовить. Вот из этого. Ничего себе, это из мороженого тортики такие, Пикачу. Представляете? Смотрите, персики 2 штучки. 797 йен. Мы, конечно, не будем цены смотреть. Это я вам так, чисто для примера. А ну давайте виноград. Смотрите, ребят. Ну это дорого, честно говоря. Гронка винограда стоит 2971 йена. Клубничка стоит 427 йен. Ёшка говорит, что этот виноград, это какой-то Шайн Маскат называется, ну этот сорт. Поэтому он типа дорогой, но не знаю я за что-то вообще, он 2700 йен. Огурцы, вот, 2 штучки 87 йен, 90 йен. Ага, иро. 237 йен, вон, помидорки черри. Здесь все идет тофу. Куре тофу? Да, тофу. 500 грамм, 97 йен. 100 йен. 100 йен 400 грамм. Это значит какой-то другой. Вот он, 400 грамм. 100 йен. А тут креветосечки, значит, стоят 1900 йен. Ну, это как бы Black Tiger, черный тигр. Как бы дороговато, я знаю, где намного подешевле. Можно взять креветки. Это дороговато. Ну, причем тигровые креветки. На самом деле, я заметил, креветки чем меньше, тем вкуснее. Не знаю, ну,
Может, это мое мнение такое, но вот что-то вот у меня такое сложилось мнение. Вон, смотрите, сашими из, из лосося 148 йен вон, со скидкой. Они, кстати, в любом супермаркете в Японии к концу дня делают скидки на свежую рыбу, я имею в виду. Потому что завтра ее уже нельзя сырой кушать. Let's buy. Вот это, смотрите, сашими 348 йен. Точнее, 375 йен с налогом. Вот это мы возьмем. Рост биф, ну, говядина, короче, 100 грамм. Стоит... Вообще, в Японии... сейчас найдем ценник, давайте изначально. Вот. 428 йен, 100 грамм. В Японии вообще японское мясо стоит дороже, чем привозное мясо. Самое дешевое это американское мясо. Самое дешевое. Сейчас мы найдем, может, здесь. Нет, ребят, здесь нету Америки. Может, с этой стороны? Нету американского мяса. Вообще американский биф, ну, точнее, говядина, стоит очень дешево. В общем, вот эти стейки, все это. Потому что японцы считают, что, ну, это правда, в принципе, что Америка пихает сильно много витаминов, так скажем. Ну, вы поняли, да? Что у нас тут из мяса? Вон замороженное всякое мясо, вон тут. Это то же самое, в принципе. Ну, такой вот кусок копченого, я так понимаю, копченого мяса. Это свинина, скорее всего, да, это свинина. Стоит 860 йен. Здесь 500 грамм. 545, точнее, грамм. Нормально. Это недорого. Мясо мы так, да, прошлись, я вам все не показывал, потому что, ну, все-таки это не поход в супермаркет, видео называется. А так мы чисто зашли купить. Здесь всякая молочка там и всякие вон, ну, как видите, вон масло там, разная фигня. Кстати, мяса было очень мало выбора, обычно намного больше. Вот здесь уже готовые, видите, обеды всякие продаются. Вон соба, это из гречневой муки макароны. Здесь уже вон салатики разные, видите, уже из готового. Сейчас я возьму вот что-то из такого. Я редко на самом деле такое кушаю. Суши пошли. Суши вон. Вот такое стоит 600 йен, грубо говоря. Я округляю. Вот, возьму-ка я вот это. Здесь макароны и, значит, ну, что-то типа лазаньи, наверное. Текс, 2000 йен. Что тут? 0,7. Берем. Огурчики Ёшка нашла, солененькие. И багет, 320 йен. Так, ну вот такая вот корзина, значит, с выпивкой. Ну, выпивка, правда, 2000 йен стоит, вот, да, бутылка одна. А все остальное, продукты, у нас обошлось 5000 йен. То есть минус 2, да, бутылка, то есть 3000 йен стоит. А мы, в принципе, мы ничего не купили. Мы поужинать и завтра позавтракать, и все. Такая дорога в лесу, очень длинная. И пустая совершенно. Кругом лес. Иногда машины встречные проезжают, но редко. Так, друзья, вот такая вот гостишка небольшая. Смотрите, здесь вот всего вот такая вот комната и все. Спать на полу, значит, там есть постельные принадлежности, попозже покажу. Просто расстилаешь, там как матрас, расстилаешь и на полу. Это чисто японский стиль. Оказывается, у них есть бесплатный завтрак и нету холодильника. Так, и здесь общий туалет, умывальник тоже общий. И душ. Где душ, я не знаю, правда. Может быть здесь? Варишава, Ёшка. Что это?
А, что? Ага, душ внизу. Ну, вот такой вот туалет обычный. Смотрите, ребята, столики. Значит, есть камин, но это для зимы. Вообще вот эта гостиница, она специально для лыжного курорта. То есть здесь вообще горы везде, и зимой здесь очень много снега. А летом, видите, здесь мало людей. И там также есть кухня. Кухня, там, где самому готовишь, то есть. Смотрите, есть кухня. Здесь можно самому все готовить. Вообще прекрасно. Спасибо. То, что доктор прописал. Ну, я как Михалыч тосты говорить не умею. За краткость. Хорошо. Поехали. Вы знаете, что меня удивляет? Они здесь как будто все друг друга знают. Но на самом деле они с разных комнат, они не знают друг друга. Но они тут знакомятся на кухне, что-то готовят. Короче, очень интересно смотреть. И также, знаете, я вот зашел, я думал, вот та вот женщина, видите, далее в углу стоит. Я думал, что она работник, потому что она мыла умывальник полностью, причем очень тщательно. И я что-то подумал, что это работник. А это, оказывается, просто тоже одна из, из тех, кто остановился здесь и просто решила помыть умывальник. Она помыла за собой там тарелочку какую-то и помыла умывальник. И я вообще в шоке. Ну, знаете, как смотрю на это все. Удивляет многие вещи. Утром проснулись. Идем на завтрак. Так, что у нас сегодня есть? Здесь мисо-суп, омлет, яйца вареные, нато, это бобы, чай, кофе. Также у нас здесь кофе есть. Идем дальше, горячая вода. Так, здесь брокколи и сосиски. И все. И рис, скорее всего. Да, рис. Кстати, японцы все, даже в домах, вот эту вот ложку для риса держат в холодной воде. И ложат рис, и потом обратно ложат эту ложку сюда. Зачем? Для того, чтобы рис не прилипал к ложке. Абсолютно он не прилипает. Видите? Из-за того, что эта ложка мокрая. А вот хлеба у них нету. Я не нашел, по крайней мере. Но у нас есть свой багет со вчерашнего дня. Всем приятного аппетита. Поехали дальше. А яйцо оказалось в смятку вареное. Кстати, японцы называют такой вид приготовления яйца, называют онсен тамаго. Тамаго – это яйцо. Онсен – это, все, думаю, знают, это горячие источники. Обычно вот эти вот вода, которая идет под землей, горячая. И вот это называют онсен. То есть, скорее всего, это пошло от того, что я так думаю, что, мол, раньше японцы готовили яйца, значит, за счет вот этой вот воды, которая под землей идет. Да, все правильно. Раньше они так и использовали. Ну, логично, да? Какой-то подружек нашел. Смотрите, такая вот интеллектуальная игра, детская, японская. Значит, правила я не совсем понял.
Я думаю, много кто знает, а может и нет. Я, допустим, видел, но никогда не играл в такое. Сейчас попробую. Боковая кочи. Все, я понял примерно правила. Я, походу, выиграл. Как-то неудобно перед девочкой. Хай, аригато. Нансай деска? Хасай. Одна майва? Мао-сан десу, не? Йорошику онагайшимасу. Друзья, ну вот мы, в общем, собрались, уже выезжаем. Здесь мы были одну ночь. Следующую ночь мы будем где-то в другом месте. Ёшка где-то уже там нашла. Ну, еще давно как бы забронировала. Смотрите, какая тут красота. Сейчас поедем в какое-то красивое место. Я тут спросил у хозяина этого заведения. Он мне показал на карте очень красивое какое-то место где-то в горах. Здесь недалеко, 20 минут езды. Сейчас посмотрим. Вообще мне здесь понравилось, реально. Здесь, знаете, вот такое ощущение, как будто они все одна семья, вот реально. Даже была молодежь какая-то, вот вчера мы видели их на кухне так мельком. Ну, на камере вы могли их увидеть на этом видео. И молодежь, знаете, настолько себя культурно вела. Вот это, скорее всего, они были парами, потому что, ну, я так посмотрел примерно, сколько мальчиков, столько же и девочек. Лет им по 20 примерно, это студенты были. И они настолько... Вот пацаны пили, значит, пиво, я заметил. Причем количество такое, 1-2 банки на человека максимум. И девочки пили какое-то слабоалкогольные какие-то напитки. Там, ну, тоже такое небольшое количество вообще напитков было. И они настолько вот культурно... Во-первых, они... Я так и не понял, это они были по парам или нет, потому что, ну, реально, они даже не обжимались, не целовались, то есть именно там вот, в этой столовой. Ну, так, знаете, шутили, смеялись, это да, это естественно, это молодежь все-таки. Потом они за собой все поубирали, помыли там эту всю кухню, в общем, так организовано все, я даже так удивился, знаете. И довольно тихо себя вели. Ну, такое, я же говорю, шутили, смеялись, да, но ну, не громко, как-то все очень так культурно, тихо. Здесь озеро такое. Ой, смотрите, какая машинка проехала. Блин, не успел заснять. Нормально. Ну, это что-то из старого было. В общем, поехали, ребят. Пенсионеры. Поехали кататься. Ариато гозаимасу. Мата йорошику оганешимасу. Смотрите, ребята, какая красота. Остановились тут на парковочке. О, красота какая. Вот это вот там лыжный курорт. Видите, как поляна такая. Там виднеется даже канатная дорога. Скорее всего, она не работает. Я не вижу, чтобы она двигалась. Ребят, мы сейчас находимся в поселке, называется Каруидзава. В этом поселке, значит, был дом
у Джона Леннона. И также есть на данный момент дача Билл Гейтса. Где именно, я не нашел в интернете, то есть такой информации конкретно нету, но все японцы знают. По поводу Билл Гейтса могу сказать, что вообще жители вот этого поселка не очень довольны, что он здесь купил дачу, потому что так как он здесь начал строить свою дачу, то есть, естественно, здесь, он большой участок купил, снес очень много деревьев, немножко подровнял холм, то есть, подпортил природу им тут. И очень неплохо, я так понял. И жители вот этого поселка не очень довольны вообще, что он сюда приехал, поэтому это вот то, что я знаю, да, та информация, которой я владею. Вот. И где именно его дом здесь, дача, точно не знаю. Может, увидим сегодня, может, нет. О, смотрите, какая тут красотень. Остановились покушать собу в таком вот непростом, необычном ресторанчике. Смотрите, старое такое здание. Здесь очень красиво. Да, вот туда. А ну идем посмотрим. Класс. Красотень. Смотрите на эту красотень. Да? Вот такой вот ресторанчик. Сейчас пойдем. Поньк. Так, тут надо... Сразу на входе вот такое. Это осусуме, это значит блюдо дня. Рекомендуют они сегодня. И, ребята, чай из гречки. Как вам такое? Блин, опять этот столик. Как я это не люблю. Так, ребята, давайте быстренько меню посмотрим. Что у них тут есть. Значит, это идут сеты. Видите? Темпура, то есть жареная, там всякие овощи. Сашими, это большие сеты. На самом деле, вон мясо, якинику есть. То есть там, где самому жарить мясо, здесь овощи. Свинина, курица. Сашими. Еще что-то. Я хочу собу. Вот именно вот это вот. И с чем-то в сете. Вот или такое возьму, наверное. Или такое. Не, наверное, вот такое. Это вот именно холодная соба идет. Холодная, она вообще класс. Очень вкусная. Именно летом вот вкусно. Зимой все едят горячую собу. Так, все, понятно. Что, Лео? Так, взяли вот такой вот сет. Значит, холодная соба. Васаби, тут лук, соус соевый, там с чем-то размешанный. Еще один соус для темпура. Темпура — это овощи в кляре. Также, смотрите, вот листик какой-то. Сейчас попробую этот листик. Тоже в кляре жареный. Один жир вот этот со сковородки. Овощи и креветка. Также рыба красная, лосось. Какие-то здесь еще, видите, грибочки маленькие, маринованные. Суп, мисо-суп. И еще что-то непонятное. В общем, приятного аппетита, будем кушать. Всем, кто тоже кушает, тоже приятного аппетита. И с самого начала, конечно же, берем вот этот васаби с луком и кидаем это все в этот соус. Вот полностью. Оп. И мешаем. Вот. И потом вот эту вот собу макаем в этот уже соус.
и кушаем. Берем эту собу, смотрите. Так. Реально очень вкусно. Так, у нас вышло около 4000 йен. Смотрите, здесь на входе, ребята, вот такая вот это шалуха от гречки. Соба — это же гречневая мука, а здесь шелуха от гречки, и написано, что можно забирать бесплатно вот такое. И спросили, для чего это вообще, как люди используют это, да? Это подушки, ребята, это в подушки пихают шелуху от гречки, представляете? В подушку. Вот это я вообще такого не слышал еще никогда. Но она довольно мягкая такая, я вам скажу. Чисто шелуха, вон, видите? Да, очень интересно. Поехали дальше. Все, ребят, сейчас пришли в один парк. Прогуляемся с детьми сейчас. Малый вокзал. Смотрите, хочу показать вам. Вот это вот, видите, Infiniti. Короче, это машина спецслужб. Там сидят люди сейчас внутри. Не знаю, кого-то они тут, наверное, выпасают. Не знаю. Сейчас еще раз покажу. Вот, если видно. Там сидят 3 человека в ней, я уже увидел, мимо проезжал. Но ее видно сразу. Вы как заметили, там антенны у нее дополнительные, зеркала. Я сразу увидел по зеркалам. Я такой, о, это полиция. А присмотрелся, там в костюмах люди сидят, короче, это спецслужбы. И я до этого слышал, что они именно на Infiniti любители. Я не знаю, Ёшка постоянно фотографирует нас, а мне как-то вообще не до камеры. Здесь нет никаких ремней безопасности, вообще ничего нет. Высоко, блин. Ну это же для вот этих вот, как она, там, для лыжников. Но я первый раз вот на такое, чтобы вообще в Японии нету ремней безопасности. А Ёшка фотографирует вообще, вот, как будто, блин, она просто дома на табуретке сидит и фоткает. Лео вообще молчит всю дорогу. А здесь наверху вот такая вот площадочка. Смотрите, сколько тут. Это все из бутылок. Представляете? Это пластиковая бутылка. Просто вот так порезанная. Их тут много. Пластиковых бутылок. А вон оттуда можно посмотреть. Там будет какой-то вид. Смотрите, ребят. Вон мы видим, скоростной поезд ушел. Смотрите, колбаса вон пошла, видите? Вот это видос, конечно. Также есть бинокль. Можно посмотреть. Смотрите. Класс. Сейчас по-любому посмотрю. Так, здесь еще одна смотровая площадка есть. Вообще здесь так прекрасно просто. Не жарко, не холодно. Прям очень вот приятная такая погода. Ой, смотрите, ребята. Какие горы. Здесь, правда, плохо видно из-за этих деревьев. Киса и Ося были здесь.
Получили презент такой, смотрите. Это только что он прямо сделал нам. То есть проволока и бутылка. И все. Блин, вниз. Это мало играется с этой бутылкой. Вниз намного страшнее, чем вверх, блин. Вверх я хоть не видел этого всего, блин. Я не знаю, я не могу расслабиться вот так сидеть. И типа, ну, все нормально. Типа. Как малый вот. Мы зацепили какие-то ветки только что этой кабиной. Мне неспокойно, я не знаю, ребята. Только юмор может спасти в таких ситуациях. Ребята, вот только что спросил Ёшку, она вон до сих пор отвечает на вопрос по поводу, что в Японии вот ходят такие слухи. Это опять же стереотип такой, что в Японии, мол, детям до 6 лет, значит, разрешено все просто. Это абсолютно неправда. Все так, как и у нас, в принципе. Детей наказывают, кое-кто даже бьет. Ну, как бы этого мало. Раньше, да, по жопе били, вон Ёшка говорит, когда маленькая была. Но ее, кстати, вот ни разу так не наказывали. Но вообще раньше это было у них, ну, типа нормально. Сейчас это уже более-менее, да, отошло, так как и у нас все, в принципе. It's not only me, né? Like when I ask somebody, Mama Tomo, né? From Leon's. Yes. She say we fight in the morning with child. Ну вот, Ёшка говорит, что это не только мы, да, вот детям, ну не то, что там запрещаем все подряд, но ну что-то, да, то есть обычно где-то что-то объясняем, естественно, почему нельзя, да, и там и тому подобное. То есть нету такого, что все делаешь, что хочешь, типа, нету такого. И вот Ёшка мне говорит, что это не только мы, это, то есть, ну вот с кем она общается, с девочками, там, с подружками, с детского садика тоже она там общается, ну, с родителями одногруппников Лео, да, и тоже все и наказывают детей, и все, то есть это абсолютно нормально. Нет, в общем, нету такого. 北斗とかは I don't angry to him てかなんか just for dangerous I say something だけど Ну вот, ну да, пока что да, Хокуто, он совсем еще маленький, ему еще даже 2 лет нету. И, конечно, мы его там, ну, да, ну, мы ему объясняем там, что это, мол, там делать нельзя, там, все равно, в принципе, шкодит и так, и так. Ну, хоть понимает, ну, то есть, куда его, правильно, там, хоть как-то наказывать. Вот. Ну, а Лео, да, мы запрещаем ему что-то делать. Ну, а как можно разрешать делать ребенку все подряд? Кем он тогда вырастет? Скажите, а откуда тогда в Японии вот такое воспитание? Следующая наша гостиница находится очень глубоко в лесу. Ничего в округе нету вообще, лес. Это пансионат какой-то. Воздух очень свежий. Это в горах, в лесу. Ну, лес среди гор, в общем. Не знаю, днем. Ну, завтра с утра, точнее, будет видно, где именно мы находимся. А сейчас вот еду уже минут 20, наверное, вот по такому лесу. И машин вообще нету. Ни встречных, ни попутных, вообще никаких. Так, ребят, сели кушать. Сашими взяли. Потом какие-то роллы непонятные с креветкой. Это что у нас? Осьминог. Салатик, огурчики. Естественно, это. Рис, короче. Рыбка в этом. В консерве.
Ну и такое по мелочи, короче. 見てこれレオちゃん、ここほらピカチュウいるよ。一緒に食べに行くの。 Ну, за понимание. Утро. Вот сегодня остановились, ну, ночевали вот в таком вот пансионате, наверное. Это чей-то частный дом. Они сделали как под гостиницу, под такую. Смотрите, ребята. Здесь... Что это у нас такое? Это березы, ребята. Здесь их очень много. Это какая-то березовая роща на высоте 1700 метров примерно. 1700 чем-то там. И здесь вниз, вот так отсюда, в ту сторону, березы, одни березы. Ну и обычные деревья, видите, вон тоже высокое какое-то дерево. Но берез очень много, это какая-то березовая роща. Прямо и в ту сторону. Вот с этой стороны берез уже нету, я не вижу. Ёшка мне по чуть-чуть намекает уже, что, мол, может, купим такой же домик, типа. На самом деле здесь домики эти вообще дешевые, и даже можно бесплатно, вот такой вот домик можно бесплатно найти. Люди некоторые, особенно старички, не могут ухаживать уже, ну, в связи с возрастом, и отдают бесплатно, тем более за него надо налог платить. А если дом стоит и они им не пользуются, ну, допустим, как дача, да, вот здесь у них как дача, они зимой здесь не живут. И ну, перестают домом пользоваться и отдают бесплатно, просто в хорошие руки отдают дом. Вот такое вот часто бывает здесь в Японии. В таких местах, это не в городе же, в лесу. А если продать такой дом, то он будет недорого стоить, так как он уже не новый там, то есть нужен ремонт, нужно вкладываться. Поэтому либо недорого, либо вообще бесплатно можно взять такой дом. Но я как-то далеко до дома просто. И ездить сюда, как на дачу, ну очень далеко. Сколько? Километров 400, если не больше, я не помню точно. Далековато. Но очень классно, ребят, посмотрите. Класс вообще. Здесь хозяева, пенсионеры. Вот пара. И я так понял, это к ним друзья приехали. Сейчас посмотрим, они как раз завтракают. Коннича. Ариато гозаимасу. Вот, как видите, здесь всего несколько комнат. Побежал. Вот у нас была такая комната, это мы уже выезжаем, выселяемся. Все просто, матрас, да, татами, пол теплый, матрас, и все, как бы, даже жарко было. Хотя вечером 17 градусов на улице было. Чтобы вы понимали, сейчас ваши, там где мы живем, до 40 градусов, 39-40 градусов примерно. А здесь, ребят, 20 днем, 23. Хай. Лео, аригато гозаимасу, юте. Лео. Хай, аригато гозаимасу. Хай, аригато гозаимасу. Березы, смотрите. Вообще берез в Японии я на самом деле вижу первый раз вообще березы в Японии. Их практически нету. Остановились какое-то озеро, на карте я увидел. Чисто случайно. Остановились посмотреть. Здесь парковка такая, машин пару штук только. Написано было, что здесь, мол, рыбалка. Сейчас посмотрим. Я так понял, что наверху озеро. Скорее всего. Лео, идем. Ух ты, какая красота.
Да, смотрите. Это платная рыбалка здесь. У всех есть такие, видите, как пирсы такие небольшие. Смотрите, кто-то вообще там на какой-то лодке, или он по пояс зашел туда, я не могу понять. Ну кто-то там вон посреди этого озера вон стоит. А, и здесь тоже кто-то. Ничего себе. Ну что, поймал что-то? Не поймал. Так, остановились в какой-то магазинчик. Сейчас посмотрим. Здесь тоже красиво. Смотрите, ребята. Так, и тут разные всякие сладости. Кстати, мне для сайта Сана, для соседа надо что-то купить. У нас так положено. Ну, из сладости, в смысле. Положено. Как тут дети кричат. Положено из сладостей что-то покупать друзьям, когда куда-то едешь. Что-то вроде вот такого. Не знаю, но мы еще посмотрим, потому что здесь маленькие порции, у него там 3 ребенка в семье, надо что-то побольше купить. Все, уже по пути домой остановились на такой парковочке. Здесь очень красиво, горы такие. Сейчас что-то перекусим, отдохнем и поедем уже дальше домой. Сейчас где-то Ёшка. У нее есть такой дар такой от природы исчезать. Не успеваешь, вот отвернулся, повернулся, уже нету никого. Малый уже здесь нашел, думаю, что это он тут А он машинки нашел, Томика, да, давай, выбирай. И Кодаки, как всегда, здесь выбираешь все под номером, потом на такой машине нажимаешь, билет вылазит, и там уже заказываешь. И все. Так, ну что, курица жареная, рис для детей, также опять бобы, ну малый у нас любит. И свинина там тоже с рисом и супчик. Все, приятного аппетита, ребят.
ホブと食べんでいらんのやったらよ。 Все, ребят, мы выдвигаемся домой, будем ехать. Надеюсь, вам понравилось с нами путешествовать. Такой был небольшой трип, двухдневный. Всего доброго, ребят, всем пока.